Так, ну что, давайте начинать смотреть. И первым у нас ролика наш Артемка. Артемка нам там написал комментарий, говорит: от реакции Алексея не бесценный. Артемка, мой хороший, здравствуй. Здравствуйте все те, кто будут смотреть в повторе. Ребята, напоминаю то, что надо Артему Ульфу тоже поддержать, подписаться на его канал. Ссылка будет внизу в описании. Всем огромный привет от меня лично. Спасибо за лайк, подписку, колокол, кто поделился. И смотрим вторую часть. Сказали, разрывная. Но я был в Дагестане и посмотреть не мог. А прошло уже целых 2 дня. Давайте посмотрим, что там приключилось, когда приехал, я так понимаю, участковый. Да, у нас участковый приехал. Но, кто не видел первую часть, тоже рекомендую посмотреть. В конце ролика ее оставлю. Поехали. За кражу. Прочитайте. Оп-оп-оп-оп. А я не хочу спойлеры смотреть. Я знаю, что будет интересно, но я не буду смотреть спойлеры. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Он всегда вот эти спойлерки. Опа, а мы без спойлеров. Поехали. Давайте, приятного просмотра. Ай, ну, как говорится, давай. Напоминаю, сотрудников, между прочим, вот этих вот очень мы похвалили. Молодцы, представились, все сделали. Красавчики. Что произошло? Товар некачественный, просроченный приобрел. А вы их за кассу вообще, вы его оплатили? Частично, да. Лайк забыл поставить. Сделал. Опять работает? Частично что? Как это? Какие товары Вы сейчас частично вывезли, может быть, у вас за кражу. А тут Не надо, хотел подсказать страну, подсказывать не буду. Вот, пожалуйста, вот. Большая звезда, кстати, на погонах, собственно, зияет у данного человека, но продолжается у нас аттракцион неслыханной щедрости. Так, чувствую, выпуск будет очень горячим. Да, Румыния, кстати, я хотел сказать, Румыния. товар сзади у вас лежит. Я могу сюда подойти, взять товар, вернуться потом к кассе обратно. Так что не надо. Так у вас, говорит, бля, может, ты, говорит, за то, что из кассовой зоны вышел мне, говорит, за кражу тебя оформить. Так, говорит, вон, смотри, булки за кассой стоят. Действительно. Надо придумывать. Неудобно как-то вышли. Замечательно. Поехали. А этот товар где лежал? На прилавке. А что, у нас за кассу нельзя с товаром выходить? У нас есть такое понятие, как кассовая линия в законе. Кассовая зона. Кассовая зона, есть такое понятие? Чего? Дело кассовая зона. Есть такое понятие в законе, кассовая зона? Ну вы сейчас Мне кажется, помещение нельзя покидать, а за кассовую зону можно выходить. Ну, вообще магазин, как бы, предел магазина, насколько я знаю, нельзя покидать. Ты не можешь выйти из магазина, ты можешь выйти из кассовой, за кассовой, куда хочешь, ты можешь по магазину передвигаться, но как ты его покинул, это считается кражей, за что, собственно, тебя потом накрячут. Поехали. Серьезно? Мне кажется, да. Серьезно? Не верил, нет? Ну, я так думаю, нужно с прокуратурой по этому поводу пообщаться, не со мной. С кем? Не суть. А вы представить можете, Где стоят, там и суть. с кем я общаюсь? Ну, вы не попросили, конечно, могу. Да я вас и не должен просить. Вы должны при обращении к гражданину представляться. Никак нет. А теперь небольшой спойлер для тех, кто ждет мое видео, которое выйдет, я так думаю, что в конце этой недели, на канале Hardplay про мое путешествие в Дагестан. Я нигде, только вы узнаете об этом самые первые, специально дождался. Я хотел выложить в наш телеграм-канал, но даже туда этот инсайт не пошел. Очень был жесткий зацеп в Дагестане с, так скажем, представителями местной власти. Давайте вот так скажу, больше спойлерить не буду. Это все попадет в видеоролик. Очень жестко с ними кусанулись. Так что ждите, там будет прям, да, ролик будет очень хороший. Не буду говорить с кем и где и как, просто вы все увидите. Там просто будет разрывная. Потому что когда мне сказали, что пассажир в автомобиле даже не имеет права задавать вопрос инспектору, но я дальше продолжать не буду. Там был просто разрыв. Я вот просто попомните мои слова, вы увидите. Там прям лица, номера машин, прямое обращение к главе, да. Там прям все хорошо. Там человек прям, он решил сорвать этот джекпот 3 семерки. Представиться он тоже мне не обязан. О, да-да. В общем, ждите, ребят. Скоро выйдет ролик, не пропустите. В телеграм-канале Hard Insight обязательно об этом скажу. Да как же, никак нет. Когда будет выходить ролик? Мы, сотрудники полиции, должны... Найс показывает кверх ногами удостоверение.
Хуета. Представиться. Не, ну я считаю, вообще только вот так, в принципе, нужно представляться. А почему нет? При чем? При обращении к гражданину. При первом требовании гражданина. Статья 5, пункт 4, полицейский. Статья 5. Для тех, кто не знает, федеральный закон номер 3 ФЗ о полиции. Соблюдение и уважение прав и свободы человека и гражданина. При обращении к гражданину сотрудник полиции называет, напоминаю, для тех, кто в танке, звание, фамилию, предъявляет по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщает причину, извините, и цель обращения. Прочитайте и не позорьтесь. Вверх ногами я читать не умею. Еремеев Евгений Леонидович, майор полиции до 20 ноября 2024 года. Поехали. Все, полицейский Так. вижу. Еще раз посмотрел. Что, серьезно? Так, Закон вы знаете так себе. Я могу с вами прямо сейчас поспорить и открыть закон посмотреть. Читайте, давайте. Давайте вместе с вами. давай. Если вы уверены в своих знаниях закона. Закон о полиции, показываю вам. Статья 5. При обращении к гражданину сотрудник полиции называет свою должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию гражданина служебное удостоверение. Не при требовании к гражданину, а при обращении к гражданину. Вы ко мне обратились, когда спросили, что у вас произошло. Москва, ёпта. Добрый вечер. 1-0, полицейский. Сектор приз на барабане, и ваше очко уходит в зрительный зал. Я думаю, что когда руководство видео вот это посмотрит, там у кого 2 звездочки, 3 больших звездочки, я думаю, что вопросов будет очень много. Nice реакция. Это, знаешь, прям как комментатор. Артем Вульф выходит из-за кассовой зоны. Боже мой, ребята, мы находимся в магазине «Магнит», который находится в городе Москва. Посмотрите, какая техника изъятия тухляка у Артема Вульфа. Он обходит одного, обходит второго. Выход 1 на 1 с сотрудником правоохранительных органов. Удар по законам! Гол! 1-0! И Артем вырывает первое очко. Да, и выходит вперед. Поехали дальше. Заявление писать будете? Естественно, я Естественно. вас для этого и звал. И ждал, точнее. Звал вас не я, а ППС. Вот именно. Как же все грустно, а? Такое все это. 1-1? Или что? А? Не, нихуя. Считать дальше будете? Пока по закону я вас обогнал. Серьезно? По знаниям Стрим-снайпер. законов. Заявление Так. примите. Абсолютно нет. Отлично. Они работают, в чате пишут, а их унижают. За что вы так с ними? Вот те, кто работают, они должны прийти в отдел, взять чистый лист бумаги. Сам как офицер запаса говорю, правда, ну не этой структуры, но сам факт. Кто работает, берешь чистый лист бумаги, приходишь в отдел, вот так вот аккуратненько снимаешь форму, вешаешь на стульчик, пишешь заявление. Прошу, там на имя такого-то, такого-то, такого-то в правом углу пишется. Потом, прошу меня уволить по собственному желанию по причине долбоеб. Точка. Роспись, дата, всего доброго. Билет, вокзал, Москва, нахуй! Нужно служить. И когда ты носишь погоны, помни, что это не твой, подчеркивает какой-то статус, а то, что ты обязан людям помогать. Те, кто, можно сказать, кормят тебя, поют, и люди — это все-таки власть. Как бы это смешно, наверное, не звучало. Но все-таки. Поехали. Или вы считаете нормально, что в магазине продается просроченный товар? Слушайте, мое мнение, зачем вам знать-то ее? Ну как, вы представитель власти. Служить нужно, ребята, служить. Как бы сложно не было, нужно служить. На чье мнение мне еще операция Мое мнение гражданину? на закон как-то влияет или нет? Я не думаю. На ситуацию в магазине ваше мнение может повлиять. Мое мнение нет. Ваше может. Нет. И рассказать вам как? Звучит смешно. Гунгер, полностью соглашусь. Ну, по крайней мере, может, кого-то воодушевит. Может, сейчас кто-то пойдет, заявление напишет. Да, делом займется. Ну, или служить начнет, а не работать. Это разные вещи. Нет. На Неинтересно? закон. Саш, не кричи, я тебе еще раз тебе говорю. Саня. Любимое имя мое. Вызови сюда сок. Это раз. Понял? Что? Здесь люди требуют изъять Саш, не кричи, это он... Дежурный на него орет. товар. Понимаешь? Произвести фиксацию, фотографирование. Понимаешь? Что и? О, Саня. Вот. Так вы же можете сделать Мы еще ничего не участковый требовали. протокол осмотра составить. Ну, так это же нужно было, наверное, фиксировать, да? Каждую вот эту вот. У вас же есть? Сашенька, ты снимаешь, Сашенька?
Фиксируй все крупниками. Бери, давай, родной. Вот это, да, все это? У вас есть телефон, вы можете фотофиксацию сделать, и потом... Как мой Сименс, блядь. Какой там? А32, по-моему, был Сименс у меня такой черненький, с сереньким. В 11 классе, помню, купил, да. Вот там тоже не фотографировал. Потому что камеры не было! А у тебя она есть! Врушка. Таблицу У меня приложить. сломан, не фотографирую. И не краснеет даже, заметь. А, нет, чуть покраснел. Понимаешь? Без проблем. Протокол... Там, говорят, на Марсе Илон Маск колонизировать скоро хочет. Камеры прям с Земли уже на Марс скоро фотографировать начнут. А у нас, пожалуйста. Ладно, ничего страшного. Бывает, может быть, упал. Ничего страшного. Смотра двух понятых, то же самое все. Это нужен быть. Ну, это фотофиксация же проще же произвести, правильно? Проще. Но зачем сейчас нам ждать сок, когда вы есть? Не самый грамотный, но все же полицейский. Технические свойства моего телефона не позволяют, понимаешь, зафиксировать. Технические свойства твоих рук позволяют тебе в бланк внести. Не тыкайте мне. Да, пожалуйста. Ты только что ко мне на «ты» обратился. Свойства Ну, вообще, по факту, да. Как он первый на «ты» перешел. Так что извини. моего телефона не позволяют, понимаешь, Ты зафиксировать. мне сказал, понимаешь? Только после этого. Если ко мне на «вы», я на «вы» Я, тоже. тем не менее, не тыкал, не говорил ты. Понимаю. Логика просто взяла, сказала. Давай, я пошла. Пизду вас. Двери открылись просто. Знаешь, как будто никто не выходил. Просто логика вышла, блядь, и за двери закрылись. Серьезно. Я Понимаешь. сказал? Ну я тебе ты сказал. Ну ты, говорит, ко мне на ты обратился. Нет, ну я тебе ты сказал, конкретно ты. Не тыкай в меня. Спасибо. Понимаешь. Это не обращение на «ты». Понимай и те, если понимаешь. Я уважаю Но всех тем не менее, полицейских. я не сказал ты. Ну что Тем не менее, Обиделся. не На обращение самом на «ты». деле, да, здесь Какая устраивать разница сейчас вообще, главное, клоунаду, отношения понимаешь? Вы ее устраиваете. Я прошу, примите заявление. Все, мне больше от вас ничего не надо. 5, 4, 3, 2, 1. Я вас не прошу ничего больше, просто принять заявление. Запускай протокол просвещенную осмотра. гадзу. Если у вас не позволяет телефон двух понятых, вот человек стоит, кто-то еще Опять лысый. Ну вот, говорит, человек стоит. Да ёпта. стоит, согласится. Все. Согласен. Не обязательно фотофиксацию делать. Да, это проще. Ну сколько мы сейчас будем ждать сок? Вызови сок. Все равно вызови сок. Нужен, потому что я не могу, я тебе еще раз говорю, произвести фотографирование. Еще раз говорю. Фотографирование. Мне Ладно, говорился, фотофиксацию бывает. нужно провести, понимаешь? До двух понятых и протокол осмотра. Александр, Не очень. участковый. О! Я забыл. Прошу прощения. О, да тут понятно все. Кто вас обманывает? Может он все сделать? Фотографирование на свой телефон произведет, и все, еще раз тебе говорю. Ну, Сань, А, и там Сань. Двойной Саня. телефоном хотя бы своим, чем? Я могу сфотографировать, вам отправить. На WhatsApp Да. или куда-то Пайски. вам. Просто ощущение, что полицейский не хочет служить. Или работать. Давайте вы свои ощущения будете в другом месте высказывать. Нихуя. Хорошо? Почему? В общественном месте я не могу свои ощущения высказывать, если они не нарушают законодательство Российской Федерации. Пимпочка прикольненькая торчит. Я же не матом Слушайте, выражаюсь. давайте еще там оскорблять начните. А я вас оскорблял Свое как-то? мнение. Обиделся. Давайте высказывать свое мнение вообще. А вы знаете, что такое вообще оскорбление? думаете? Вы знаете, что такое оскорбление? Я знаю. Вот, есть оценочное сказал, суждение, есть оскорбление. начните. А зачем? Я Вы не сказал, что вы провоцируете? оскорбляете. Вы провоцируете граждан, чтобы оскорблять вас начали? Чтобы потом статью пририсовать? Зачем это надо? Я вас нормально просил, примите заявление, мне больше ничего от вас не надо. Вы начинаете провоцировать, в том числе своим знанием законодательства. Саш, ты меня слышал, да? Саня. Саш. Саша. Саш, ты слышишь? Нас ебут. Что делать? Саша. Саш, приезжай, пожалуйста. Все очень грустно, блядь. Тут все очень печально. Да, конечно, проходите. Но Санечка. полицейский уже сходу пришел сразу. Сейчас напишу. Возьми. Протокол принятия устного заявления прошу. В соответствии с 41 статьей ПК. Так. Ты понял, что? Здесь реально, он просто играет, на самом деле. Говорит, устные заявления. Моя игра, она не принадлежит таким же, как и я. Между прочим, девочки картавые очень даже иногда, редко, но приятно картавят. А, то, что я пользуюсь своим правом, я играю, да? Нет, Полицейский. нет. А как тогда? Я Играет. вам Зачем вообще это нахер полемика? Ты можешь, блядь, принять заявление и просто описать товар и уйти. Все, 10 минут делов. Сказать, пост дал, пост принял, все, ушел. Взяли, потом передали, оштрафовали магазин, все, конец истории. Фу, блядь. предлагаю, вы не инвалид. А я должен быть
Инвалидом, чтобы Вы подать сейчас устное в заявление. состоянии. Я должен быть инвалидом, Вы чтобы подать можете устное написать заявление. сейчас заявление? Не могу, естественно. Почему? Потому что, Потому что Но причина есть на это? естественно. есть. Капризы. Но это мой маленький секрет. Нет, ни в коем случае. Ну это 5 минут, реально, дуру валяет какую-то. Ну, звезда большая горит во лбу. Ну прекрати, пожалуйста, ну возьми, ёпта, папку эту ты должен с собой носить. На папке быстро накидал, ну чё, блядь. Нет? Нет. А должна быть причина какая-то? У нас же есть 141 статья ОПК, в которой четко сказано, что гражданин может подать заявление как устно, так и письменно. Согласен. В случае устного подачи заявления заносится в протокол принятия устного заявления. Все Вот это. у меня сейчас протокола принятия устного заявления с собой нет, поэтому я вам говорю. Не кричите, напишите успокойтесь. заявление. Успокойтесь. Пустой листочек и пишите. Либо в Нет, такой бланк. пустого листочка нет. Есть Берете только бланк заявления. определенного- Есть немножко, где я ручку расписывал. Что за хуйня? Боже, блядь. Нахуй ты тогда пришел, ты участковый, блядь. Как я не понимаю, как хорошо, если бы тебе человек сказал, ладно, давайте я сам напишу, он на чем бы писал? На тебе сзади, на подкладке, на чем? образца. Переворачиваете и пишите. После рейда мы вышли из... И погнали смотреть. И всем привет! Всем привет, меня зовут Влада4. Сань, давай тогда это. ППС пусть под... Слушайте, я прошу прощения, мне, знаете, такая одна вещь интересна. Интересно в плане этого. А сейчас по сотовому, как бы, ничего? Просто, ну, у нас вообще сотовый, как бы, не особо приветствовался. Нет? подвезут. Попроси протокол устного заявления, пусть подвезут. Я в устной форме приму заявление человека. Человек просто сам не хочет писать. Да с чего же взяли, что я не хочу? Не, Может, сам есть причины? хотите. Я вам говорю, сами напишите. Так может есть причины какие-то? Да не кричите, вы Я успокойтесь. говорю, есть причина? Вот Естественно, вам бланк. есть причина, да. Какая? Не буду я вам озвучивать. Секретная информация. Человек не хочет писать. Что, в чем проблема? Я не понимаю, почему он не может 3 строчки написать? А, там не реклама? Не реклама? Ой-ой-ой, я думал реклама, извините, все. Отбой. С полицейским без камеры. Разговор получился очень интересным и откровенным. Да? Сейчас снимать-то не надо. Пистолеты, мачете, автоматы. Не, удали это. А лучше бы этот, я молча бы всю работу сделал. Вот есть нормальные, блядь, вот идиотом даже жалко назвать кусок. Ты мне правильно воткнул, на самом деле. Я понимаю, что ты меня сейчас просто будешь втыкать. Вырежи. Да ну хорош, ты чё? Я предлагаю нас привлечь. Хорошо лизнул. Да? В конце. Птички тебе сейчас до чистоты вылизываю, понимаешь? Данный разговор уже доступен всем спонсорам канала. Что за спонсоры? Если вам нравится то, что делаем я и моя команда, вы можете поддержать канал и оформить спонсорскую подписку. Спонсорам канала доступны такие плюшки, как эксклюзивный контент, эксклюзивные прямые эфиры, чат для спонсоров, ранний доступ к контенту и многое другое. Ваша поддержка важна сейчас, как никогда раньше. Я, конечно, ни на что не намекаю, но у кого есть VPN-ы... Ссылки для оформления спонсорской подписки будут в описании к видео. Бусти для карт РФ, Patreon для зарубежных карт. Спасибо. Бусти? А где мой Бусти? Это что я могу... Подожди. Это что, я могу туда своего этого Писюндровича выкладывать и на меня подписываться будут? Да ладно. Чё, блядь? Спасибо большое всем, кто поддерживает нас. Да ладно. Надо тогда это сделать. И погнали смотреть видео. Да, надо сделать. Давай тогда это. ПП А чё ж вы раньше-то молчали? Мне надо Бусти быстрее свой делать. Сделай. пусть подвезут. Попроси протокол устного заявления, пусть подвезут. Я в устной форме приму А как вы хотели? Голодное время. заявление человека. Человек просто сам не хочет писать. Да с чего же взяли, что я не хочу? Не, Может, сам есть причины? хотите. Я вам говорю, сами напишите. Так может есть причины какие-то? Да не кричите, вы Я успокойтесь. говорю, есть причина? Вот вам Естественно, бланк. есть причина, да. Какая? Не скажу. Ты, блядь, как пьяный до радио. Буду я вам озвучивать. Секретная информация. Блядь. Человек не хочет писать. Хочет по протоколу устного заявления. У меня его нету. А почему? Устного заявления. Закончился? Есть бланк объяснения. Рота пусть возьмет у тебя и привезет мне сюда бланк, который определенного образца. Все маски опять одевают. Да вот я не могу понять, вот вы там, да, вот сидите там в дежурной части, смелые, сделай это, сделай то, я вас прошу,
оказать мне содействие. Вы что говорите? Давай привези мне бланк, я приму нормальное заявление. У человека есть причина, по которой он не может написать. Но он эту причину не озвучивает. Вот так. Полицейскому даже дежурная часть не может содействие оказать. Интересно. Вы бы если сразу не начали бы сходу про кражу говорить, все было бы спокойно, адекватно. Но когда вы сходу говорите про кражу... Да почему, понимаете, вот это вот я ни с того, ни к тому. Понимаете, вы сейчас свободно Чего? Ни с того, ни к тому. Прекрати, Сань. взяли сюда. Да где есть товар, потому что да, здесь можно пройти, любой человек может подойти и взять товар. Да, я извиняюсь, я вот этого не заметил. Обычно, знаете, Как, блядь? Как вообще это в вот я принципе? ни с того, ни к тому. Понимаете, вы сейчас Как не заметил? Сюда, Да где есть товар, потому что да, здесь можно пройти, любой человек. Ёб твою мать, как? Как это можно не заметить? Ты стоял, как это можно не заметить? Сань! Александр, как? Блядь, как можно такой, батон этот не заметить французский? Ты что, с ума сошел? Человек может подойти и взять товар. Да, я извиняюсь, я вот этого не заметил. Обычно, знаете, Извините. обычно как зал, он чем-то ограничен, правильно? Кассовые зоны вот здесь, в одном месте, и, грубо говоря, там, где входит, обычно стоит турникет, да? Ну, я вроде как бы так привык. А вот смотрите, поэтому в Ну, как бы в законодательстве и нет такого понятия, как Я, говорит, как бы вроде вот так привык. А при чем здесь ты и законы? Я просто не могу понять. кассовая зона. Территория магазина в данном случае, скорее всего, у них есть план эвакуации. Посмотрите, вон план висит. Ограничивается вот этой дверью. Нет законодательства такой кассовой зоны понятия, потому что вот такое происходит. Бывает часто товар за кассой где-то стоит. Вот тот же кофе самый. Вот я захочу подойти взять кофе. В данном случае, да, потому как здесь кассовая зона, она как бы вообще, ну, как зона торгового зала не... Как Кличко, что ли, насыпает? Или что? Цитата великих? Тут даже вот происходит? вода за кассовой зоной прям стоит. Абсолютно верно. Я, может быть, Александр Родионович Бородач. вы здесь не обратил внимания, а вы уже начали там кружить, да, там 1-0, там т.д. Ну, давайте посоревнуемся. Давайте. Есть такие вещи, где, ну, я не знаю, где вы лучше меня, а где есть такие вещи, где я лучше вас. Безусловно. Но закон, все-таки, я считаю, это то место, то поле деятельности, где полицейский... ГО-ПВП или зассал? Давай раз на раз посмотрим, кто лучше. Блять. Что такое? всегда должны быть лучше обычных граждан. Я за другие не говорю вещи. Возможно, вы там отличный танцор, не знаю, в бильярд круто играете, без проблем. Карманный. А это точно майор? А это точно с полиции? Все может быть. Вот так вот. Кто чем занимается. Но не суть. Я именно за законы говорю. Поскольку все-таки законы, мне кажется, полиция должна лучше граждан знать. Вместе семья, вместе страна. Вместе магнит. И вместе выпечка без маркировки и без упаковки. Вместе Все Спасибо. вместе лежит. Надо так И и вот написать. вместе тележечка тухляка. Магнит – это выгодно. Я просто не понимаю, в чем сложность. Реально, ребят, я не понимаю, в чем сложность упаковать выпечку. Мне кажется, если сотрудник отдельно за это отвечает, но это быстро происходит все. Как минимум поставить даты. Здесь не дат, ничего вообще. Да, про маркировку я вообще молчу, потому что даты изготовления ничего нет. Хотя Но, он между прочим, кстати, вот Артем Вуль здесь не прав. Там написано на дверочке, пожалуйста, закрывайте, чтоб не сквозило, не заветривало. Поэтому магнит, он заботится о нас. хоть бумажка висит, смотри, сбоку. Давай посмотрим. Может быть, нет, не то. Не вижу здесь даты изготовления. Может, ты видишь? Ребят, может, вы видите? Никто не видит. Вроде и состав есть, и условия хранения есть. Срок годности для неупакованного изделия 16 часов при температуре. 16 часов, понятно, от какого времени считать? Вы не подскажете, когда выпечка испечена? Что если испечена? Да. Сегодня. А в какое время? Там 16 часов срок годности. Там же по часам считается. И за час до твоего прихода, братан, бля, буду. Вот только ты зашел, вот только, вот прям вот ты вот входишь вот на порог, и я вот отхожу от прилавка, вот только что поставила. Честное слово. А можно маркировку посмотреть на нее? Ну, информацию с датой изготовления, сроками годности и так далее. На выпечку уже нельзя у нас пекать домой. А как же? Блять. Ну, бывает, ладно. Она продается, если у вас нельзя посмотреть информацию. Вот я покупатель, хочу уточнить перед покупкой. У нас на ежедневной основе выпечку изготавливается. Ну, информация-то есть для покупателей? Или некачественный товар сейчас лежит на прилавке? Почему некачественно? Тогда покажите мне, когда товар изготовлен. Не можете показать? Ну, я бы показала, но пекарь тебе сказали, домой ушел. Ну, хватит душить, Артем. Ну, ушел и ушел, че бухтеть? Сейчас найдем. Я жду, хорошо. Просто вот купить хочу, но сомневаюсь в качестве. А вы уже купили? Но я еще хочу купить. Это не просрочено, если что. Это нет? Это развакуум. Что это? А вот смотрите, упакован под вакуумом, видите, написано?
а там воздух. Это какая-то обычно оформляется как разгерметизация, что ли, получается? Блять. О! Пожилой Кролл оформляет подписку. О! За тебя, дядь. Это разгерметизация сейчас произойдет. Или как? Нет, а в законе в Санпине прям отдельно есть нарушение вакуумной упаковки. Прям так и написано. А эти что? Мяты, такие запрещено реализовывать. Деформированные банки. В принципе, по Санпинам любой товар должен выставляться на прилавок в виде, в котором привез его производитель, изготовил производитель. Господин Данкин, как вы это прокомментируете? Есть какой-то комментарий? Ну и про банки там прям отдельная статья есть, про деформацию банок. А где администратор? Не с вашего отдела приезжал? А вот я не знаю, она от нас бегала тоже. Ура. Паспорт. Я вам продиктую данные. Ну, а я с кем-то должен его взять, что это вы, это вы. Нет, не должны. Почему? Потому что в 141 статье УПК сказано, что вы должны внести мои данные в протокол. А то, что я вам предъявить Ваши документы данные. должен, А я не должен. Как я должен определить ваши данные? Я вам продиктую, я же сказал. Так может вы меня обманете? Смысл мне подавать самому заявление и самому же обманывать. Доверие к гражданам должно быть. А у вас полиция Да ты, говорит, заебал, блядь, душить. должна быть доверие? Знаете, вот по опыту иногда вот прям не хочется доверять. Но все-таки доверие еще есть полиция на самом деле. Я Да, считаю, спасибо. что есть хорошие полицейские, грамотные. Ну, паспорт. Так я вам продиктую. Я все наизусть помню. Что у вас? Стоит, уши развесил. Видел, лысый? Говорит, диктуй. Диктуй, сука. Нет мира в отношении юридического лица АО «Тандер», так как в магазине «Магнит» АО «Тандер» расположено по адресу город Москва, улица Верхний Поле, дом 45, корпус 3, 22.02.2022 года, в 19 часов 49 минут я приобрел в магазине просроченный товар, Спасибо. а именно напиток кофейный растворимый Нескафе 126 грамм с сроком годности до 6.09.2021 года. И в 20 часов 53 минуты я приобрел пирожное Мишель, да? 70 грамм с датой изготовления 31.01.2022 со сроком годности 21 сутки. Считаю вышеуказанный товар опасен для жизни и здоровья граждан. Вот так, друзья. А могли просто убрать просрочку и все. По Извиниться, убрать. Извините, пожалуйста. И на этом все закончилось. А спонсором данного выпуска... Та-та-ра-та-та. Ну, а что делать? А что делать? У блогеров сейчас довольно сложно все. Как узнать, когда она изготовлена? Утром. Ну, а как это узнать покупателю? Утром. Утром тебе сказали. У меня утро без 5:12 начинается, а у кого-то в 4 утра. Москва, булка сделана. Быстро говори, Во жулики. сколько? Во сколько, да, там просто время не указано. Чехии, привет. Вечером это все снимается после закрытия. Ну, а в какое время-то? Что? Ну, как узнать, в какое время? Тут 16 часов срок годности. Кулинар приходит в 8 утра. А то есть маркировка не должна быть для покупателей? Ну, как не должна быть. Ну, вот, я вот и спрашиваю про это. Так все-таки должна быть. Может, вы мне подскажете просто? Может, у вас спрятана она? Нам нечего прятать, что нам скрывать. Вот так сотрудник магазина признала, что да, должна быть маркировка, но ее нет. Такой товар некачественный, а люди ходят и покупают. И даже не могут посмотреть срок годности. То, что она не упакованная, я вообще молчу. А упаковывать вы не должны выпечку? Ну, нет. Нет, не должны? Нет. А, санпины у вас не распространяются? Ну, 18 плюс от 4 18. А, не просрочено, да, говорят? Нет, конечно. Полицейский посчитал, что просрочено, я посчитал, что просрочено. 17 суток, молодой Ну, человек. от 4-го. Ну, посчитайте. От 4-го 18 Давайте вместе на пальцах посчитаем с вами. 4-е, 5-е, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19-е, 20-е, 18 день, 21-е. Сегодня 22-е. Не просрочено. Нет, конечно, Тём. Поэтому и просрочка на Ты прилавке. считать, что ли, не умеешь? Быдло. Это 4 плюс 5 равно 25. Все, отстань от меня. Потому что по мнению сотрудников это не просрочено. Нет, конечно. Полицейский посчитал, я посчитал, программа посчитала. Сотрудники говорят, нет, не Ты что, аферист? просрочено. Девушка, администратор, позовите администратора. Марина. Марина. Кто у вас администратор? Понятно, Марина. Белые кораблики, белые кораблики. До 300 тысяч тот, штрафа который был. в магазин. Вот. Девушка, вы администратор? Да. Пойдем. Сектор бан на барабане. Участвуйте. И ваша должность отправляется в зрительный зал. Паспорт можно ваш? Нету паспорта. Почему? Ну какой-то документ есть? Почему? Я живу через дорогу. Хорошо, тогда давайте с того, что медкнижка. Пожалуйста.
А, вы скажите, нам возврат сделаете закупленный просроченный товар? Делаем, конечно. Отлично. Не подскажете, что дальше будет с этим товаром, который просрочен? Вывез, Утилизируете его. естественно. Можем мы вместе с вами нарушить состав упаковки, чтобы он не попал на полке? Да, конечно. Отлично. Вот, пошло У нас добро. с вашим сотрудником Вот это произошел по спор закону. по поводу Это срока правильно. годности. 15 суток. Так, от 4-го. Вот мы с полицейским посчитали, что просрочено, ваша сотрудница сказала, что не просрочено. Сегодня вечером снять. Не, как же. Так, подождите. Весь просроченный товар вскрыли, нарушили целостность упаковки. Пивандепола, куда? Живое? Стой! Так, ну-ка подожди-ка. Пивандепола, ты посмотри. 3 литра в дребезги даете. Надеюсь, он вновь не попадет на полки. На самом деле у вас странные Что, инструкции. пошли сиськи. Куда, стой! И все, и мы бы ушли. Тёма, тебе Пивасик пошел. видео сделали, ты благодарить должен. А ты еще возмущаешься. Ну, хочешь, чтобы все магазины Уже мертвый, он, говорят, в организме оживает. адекватно в любой ситуации себя вели, чтобы не было просрочки. Видят, как Пивас хорошо, пацаны выкинули, но что лучше, когда делать? просрочки не будет. Все, друзья, денежные средства за все товары нам вернули. Красота. Хотели вас попросить также убрать некачественную выпечку. Это квас, какая разница, он бродит. Сейчас прилавка. Отлично. Вы скажите, когда мы сможем прийти, здесь появится маркировка? Завтра. Завтра? Хочется верить. Я не это сказали. Стоит кучерявый, насыпает сверху хорош. Красавчик. Имени просто не знаю. Друзья, вы все поняли. Не выключайте это видео. Возможно, после окончания видео будет еще небольшая вставочка от нашего активиста. И вы узнаете прямо вот в этом же видео, исправились они или нет. Потом к участковому подъедут и потребуют. Понимаете, это документ, который, вот видите, если бы он подразумевал бы, так скажем, выдачу копии, здесь была бы графа копии получены или копии выданы, где вы бы должны были бы расписаться, правильно? Что здесь ночью происходит? Что это такое? Откуда они это вывозят? Как ты думаешь, кто в них? В них, надеюсь, не тухляк. Все, друзья, отлично. Полицейский оставляет магазину на ответственное хранение товара. Это Товаровед товар расписочку написала. Также товаровед была иным действующим лицом в составлении протокола осмотра места происшествия. По сути, помогла же сама наказать свой же магазин. Что, собственно, магазин закрыт, выпечку все убирают. Завтра наш активист к вам придет, посмотрит, есть ли маркировка. Всего доброго. Не травите граждан. До свидания. Ну что, друзья, вот закончился наш рейд в «Магнит». В принципе, что-то вы будет. все видели сами. Сегодня нам помогал наш активист Максим. У него есть свой Максим. YouTube-канал. Максимка проверит. Ссылочку я оставлю в описании. О. Друзья, подписывайтесь. Ну, собственно, следующий день я вернулся в этот магнит. Сейчас посмотрим, насколько они упаковали выпечку. Ну, собственно, выпечку они упаковали, потому что ее все еще нету. Класс. А, нет, хотя есть. Да, вот, упакованная выпечка. Все отлично. Все есть. Все как обещали. Ну, думаю, собственно, и все и так понятно. Ничего они не упаковывают. Оно вот так вот и будет лежать. Обещали, сделали. Булки, ребят, на самом деле, ну, где-то вот борщить можно, где-то нельзя, но когда вот общий доступ вот руками зайдет какой-нибудь немытый и свой джуджун трогал, и по булке начинает водить. Так что булочки закрытые обязательно покупайте, а то со вкусом чего-нибудь джуджуна можно запросто булочку, да, захавать. Это вообще запросто, просто на раз-два, как говорится, на 5, 4, 3, 2, 1, да.